Представители знака зодиака Дева, здравствуйте, мои дорогие любимые девы. Таро прогноз. Что ждет, что придет в вашу жизнь, что вас удивит, а возможно и кто. И вполне допускаю, что это будет для вас неожиданным. Старинный цыганский пасьянс. События ближайших дней. Вот давайте узнаем у карт пасьянса, что ждет Деву со дня на день. И периодически я напоминаю, что будем реалистами. Но вы-то как раз, мои дорогие девы, реалисты. Любой прогноз, расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Итак, что же там случится, произойдет в ближайшие дни? Что ждет со дня на день Деву? Где-то это в ближайшее время. В ближайшее время у нас, ну, это может быть сегодня-завтра, но это может и растянуться период, неделя, две. Какое хорошее начало. Колчан со стрелами. Полное исполнение желаний. Ну, насколько полное, опять же, будем реалистами. Судить не берусь. Но тут у вас может что-то получиться. Какая-то многоходовочка. Какая-то даже, может быть, и путаница разрешится. Вот смотрите, рядом идет значение колокол. Колокол – это внешние события. И я допускаю, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Но это так условно. То есть может быть какая-то новость, которая, ну, так удивляет нас, а то и шокирует. По колоколу такое возможно. Это то, что мы не ждали. Это, может быть, как-то определенным образом развивалась ситуация или событие, а здесь нас что-то удивляет. Мало что удивляет, но это нам приходится принимать. Пусть это мы не инициировали, мы этого не хотели, но это вот именно внешняя какая-то обстановка, внешние люди, может быть, какие-то заявления или в средствах массовой информации вы что-то слышите, и для вас, мои дорогие девы, как вот именно через это, может быть, и осуществляется какое-то желание. Хотя это может быть что-то разрозненное, вы получите какой-то документ, кстати. Может быть и так, да, вот вроде как исполняются желания, правда. Вы сейчас вот буквально сильны. Сейчас как время работает на вас. И планетарно это тоже так. Но планетарно есть и такие моменты. С 4 февраля у нас Уран, который в Тельце, переходит в прямое движение. И поэтому что это означает? Вы хоть и не Тельцы, но принадлежите к знакам зодиака стихии Земли. Поэтому какие-то вопросы, которыми вы занимались прежде, здесь они, ну, в каком-то ускоренном более темпе могут проходить. Или то, что вот путаница какая-то была, и, может быть, там было вообще ничего не понятно. Вот здесь ситуация может выравниваться. И сведения, которые приходят, ну, так они нас удивляют, мягко говоря. Может быть, это будет связано с получением какого-то документа. То есть все равно тут явно будет то, что нас может и обескуражить, удивить, но и исполнение желаний. Вот получение какой-то важной бумаги. Кто знает, может быть, это для вас будет и решение какого-то вопроса, причем внезапное. Когда вот смотрите, как закрытый путь. Вы можете раз и навсегда решить какой-то вопрос и поставить в чем-то точку, разобраться с какой-то проблемой, которая больше вот уже вас как будто не мучает. Может быть, и вот такой вот момент. Может быть, это даже, знаете, ну вот банально даже в нашей жизни. У кого-то была намечена встреча или было какое-то дело, которое зависело не только от вас, через взаимодействие с каким-то человеком. И здесь вы можете получить известие, что у человека что-то меняется, для вас это неожиданно, для вас это как будто, ну, может быть, что-то серьезное даже, да, с человеком. Мало что удивитесь. Вы где-то, ну, это совершенно мы не предполагали, что так пойдет. Но для вас-то это может быть, когда не надо какой-то темой заниматься. Вот то, что даже, оно, знаете, как груз забот, сам по себе раз и спал. Вот и такое я тоже допускаю. Будем реалистами, тут переложите на себя. Но на всякий случай будьте готовы к получению разного рода информации. Да, у вас время вашей силы. Это не значит, что мы буквально тут давим своим авторитетом. Нет, тут, скорее всего, ну, если мы говорим даже об астрологическом прогнозе, вы можете прочитать на моем сайте, ссылка будет на февраль. Она будет в описании под видео. У вас мало того, что полное исполнение желаний. Корабль – символ Меркурия, ваша планета-управитель. Это где-то образ перемен
И просто вот в этой колоде пасьянса цыганского, старинного, тут 2 значения об исполнениях желаний. Вот корабль — просто исполнение желания, а это исполнение желаний. Вот как-то так. И есть связующее звено новости, получение документов или каких-то важных бумаг. Ну, может быть, в нашу цифровую эпоху звонок, СМС, какая-то, ну, как сообщение в мессенджере. Когда, правда, закрытый путь, ну, куда-то вы не пойдете, чем-то вы явно не будете заниматься. У вас, как знаете, стабилизируется ваше положение, может быть, обрисовывается даже по отношениям, мои дорогие. Вот узел — это прочная связь. То есть это обычно те люди, с которыми мы имеем сотрудничество, пусть по работе, да, это надежные люди, но у кого-то это может касаться и личной жизни. И одновременно часы — это добрые перемены, мои дорогие. Поэтому если что-то уходит, не пытайтесь удержать. Пусть идет как будто, да. Но здесь могут, знаете, даже человек, да, может быть, кто-то и узнает вот именно такую новость, что вот правда для вас что-то в сторону благополучия складывается. Есть тут такой момент, что, вот смотрите, цыганский старинный пасьянс, поэтому, наверное, цыганский. Изображение цыганки, хотя прописано лицо. Имеется в виду тот человек, которого мы недостаточно хорошо знаем. И нож. Нож — это какая-то ссора. Или, может быть, какие-то недопонимания. Может быть, это и связано как раз с какой-то персоной, которую вы могли подозревать. А тут может быть такая метаморфоза, когда вы понимаете: нет, человек против меня ничего плохого не задумал. Что-то я погорячился, надо как-то нейтрализовать, и тогда у вас получится. Вот может быть и так. Тут перемены могут еще означать одновременно, что как меняется ваше мироощущение, мировоззрение, восприятие людей. Может быть, буквально на уровне «кто мне друг», «кто мне враг», а кто так. Вот здесь и такая метаморфоза может быть. Поэтому принимайте, тут добро идет на ваш порог. Именно добро. Ангел выпадает. Это доброжелатель значение. То есть есть какой-то человек, доброжелатель, и вот с ним точно не нужно ссориться. Более того, если вот нам нужно примириться, почему я говорю, да, как будто нейтрализовать, может быть, просто это не само по себе примирение, да, а когда мы нейтрализуем какую-то, ну, такую острую ситуацию, благополучие. Когда выпадает благополучие, я обычно говорю: иди, дорогой, у тебя все хорошо. Почему? Потому что даже если, знаете, у нас все за короткий момент переворачивается 10 раз с ног на голову, но все равно благополучие отстроится. Тут вы как во власти высших сил, мои дорогие. И смело могу сказать, что даже если как путь какой-то закрылся, значит, на смену этому пути придет что-то новое, что-то другое, более счастливое, более доброе для вас, более радостное. Вот это точно. Встречайте перемены. Ну, вот именно с радостью. Смотрю, что у вас еще совпало. В нашем пасьянсе, напоминаю, мы можем сложить те значения, которые по горизонтали, по вертикали, в крайних рядах солнышко, мои дорогие. Солнце — это, конечно, ясность. Но именно в ближайшие дни для вас ситуация выбора. Тут и перемены, и солнце. Так вот, солнце и по колодам даже Таро вы слышите от меня часто выбор правильного направления. Вы вот какой-то темой будете, может быть, какая-то конфигурация ваших задач меняется. Были одни приоритеты, теперь другие. И этим делом вы будете заниматься активно 6-8 месяцев, почти до конца 2026 года. Вот такая подсказка тоже. Поэтому само, наверное, вы знаете, вот удивительный расклад, так ведь редко бывает. Ну, пусть совпал этот колокол, закрытый путь, да пусть это вот как неудачам закрытый путь, может быть и так. Но полное исполнение желаний. Конверт, бумага, при исполнении желания. И добрые перемены, солнце, благополучие идут на ваш порог. Пока я с вами говорила, совпадений других я не вижу, мои дорогие девы, поэтому пойдем с вами дальше. Нет, вижу. У кого-то прочная связь, любовь, роза. Поэтому тут и деловая сфера, тут и личная сфера как будто выравниваются, так и хочется сказать. Не только стоп, еще и гроши.
с денежками, как будто, может быть, получение денег или решение какого-то вопроса по части финансов. Хотя иногда это может быть имущество, движимое, недвижимое, в конечном итоге тоже по финансам, или буквально получение какой-то суммы, мои дорогие девы. Ладно, теперь уж точно пойдем вперед. Итак, что идет в вашу жизнь и что будет дальше? Давайте узнаем. Спросим у карт, заглянем в будущее. Что же идет в вашу жизнь? Счастье, благополучие. Все то, что я только что сказала, мои дорогие. Десятка пентаклей по максимуму. Решение вопросов по части работы, по части жилья. Ну, точно, больше тут я карт не тяну. Вот посмотрите, мы только с вами о солнце. И вот опять солнце. Да рядом десятка пентаклей. Очень совпадают наш расклад, как и с пасьянсом, цыганским старинным пасьянсом. Конечно, иногда мы трактуем это карта нашего эго, и мы все разные. Поэтому все же повторюсь, не давите своим авторитетом. Для вас обойти какие-то правила, условности, скорее всего, придется, будьте к этому готовы. Но ваш-то интеллект, вы же мастера аналитики. И при помощи высших сил и как будто ангелов у вас получится осуществить даже что-то очень сложное. Даже то, что, ну, может быть, вы не видели в чем-то выхода, да? Но здесь определенная ясность дважды как будто наступает. Ну и период же очень важный, потому что закладка будущего конкретно, что ждет. Поэтому отнеситесь, может быть, в ближайшие неделю-две к тому, что вы говорите, с чем вас сталкивает жизнь, какая информация приходит на ваш порог, какие документы буквально вы получаете и с какими людьми вы контактируете. Вот вы как будущее закладываете, может быть, даже на более далекий срок. Но активность ваша, то есть вот эти люди, они или какие-то задачи, которые вы для себя поставите в приоритете, они будут для вас важны на 6-8 месяцев. Что вас удивит? Весть какая-то, известие удивит. Здесь может удивить сам по себе выбор, что вас удивит. Удивить может точно так же какой-то вопрос, который долго не решался. Вот я должна сказать, в этой карте мы часто говорим, тут ведь баланс вроде как, да? Но разные колоды Таро, так вот, есть карта Таро иллюминатов, а там вся колода построена на символах. И исторический такой факт, когда, правда, не было бы счастья, то несчастье помогло. То есть, когда мы учимся мыслить альтернативно. Так вот, для чего нужна эта умеренность? Умеренность – это не само по себе спокойствие. Нет, это холодная голова. Я немножко повторюсь, и вы тогда поймете. Но кто смотрит видео, явно уже слышали и не раз. Это много веков тому назад король династии мировингов Хлодвиг воюет с готами. И вышло так, что он был зажат вместе со своим войском между рекой Рейн и войском готов. И погибель была бы неминуема. На то он и король. Он умел себя взять в руки. Умеренность. Вот почему этот аркан. Он прогуливался по берегу, он не нервничал, волосы на голове не рвал, будем говорить. Ну, конечно, шучу. А он обдумывал. Аналитика – это как раз ваша сила, критическое мышление. И он обратил внимание, что болотный рис, маленькая желтая лилия, растет вдоль реки и уходит вглубь воды. Он знал, эти цветы растут на мелководье. И когда он вот это подметил, такая шальная идея, а не переправиться ли мне с войском в брод. Другой бы сказал, ты что, с ума сошел? А он так и сделал. В результате он спас войско, самого себя, а в последующем вот этот символ лилия. Мы ее сегодня знаем как геральдическая лилия, которая входит во многие религии мира, или флёр-де-лис. И вот такой символ, и еще и означает где-то умеренность. На этой карте это не прорисовано. Но такие символ умеренности, в принципе, где-то состоит в этом. Когда ваша такая холодная аналитика вам как помогает подметить что-то, какой-то очень важный нюанс. И это вас может удивить, и это будет какое-то правильное решение. Да, это как к благополучию, процветанию. Счастливый билет, мои дорогие. Вот вы, наверное, как те Хлодвиги. Поэтому недели на 2 где-то возьмите такой ракурс,
что меня тут очень даже могут и люди удивить, и некоторые события. Более того, ваши собственные решения вас могут удивить. Это, знаете, как отрыв, разрыв какого-то шаблона прежнего. Может быть, это вы будете кого-то удивлять, мои дорогие. Но для вас вот эта умеренность, баланс, может быть, и придется с кем-то совершить сложный разговор. Кому-то сказать «нет». Красиво, элегантно. Для вас это будет тоже укрепление собственных позиций и благополучия. По сути, ваша карта. И не важно, что меня смотрят мужчины, просто мы не рассматриваем по полу карту, но эта карта говорит о человеке достаточно сильном, который надеется сам на себя. Ему не чуждо вдохновение, но и он и не выпадает из реальности. Вот я и говорю, это где-то про вас, когда он строит благополучие собственными руками. Поэтому тут для вас какая-то метаморфоза. Ну, пусть не для всех, да, все зависит от рода занятий, но кого-то из вас может крепко удивить. Давайте перейдем к следующему этапу. Много карт перевернулось. Как изменится ваша жизнь или что будет меняться? А что, возможно, изменит вас? Тут правда? Что Таро, что пасьянс. Как изменится ваша жизнь? Что будет меняться? А вот знаете, тут сидел, ничего не ждал, и вроде бы какой-то период был такой сложный. Да, как изменится. То есть это как начальная точка. Вы не видели в какой-то ситуации выбора. Вы, в принципе, даже вот по сторонам-то как будто не смотрели. Или как тот Хлодвиг, не ходили по тому берегу и не подмечали каких-то тонкостей, нюансов, а это были уже какие-то подсказки или предвестники вот этих перемен. А на самом деле уже как будто выход-то был близко. Какая-то ситуация подходила к концу, причем ситуация была запутанная, скорее всего. Где-то я могу предположить, что вам тоже предстоит, как изменится ваша жизнь. Вам тут придется делить надвое разного рода информацию. Где-то придется, может быть, в чем-то и участвовать, но, внимание, мелкими шагами, очень аккуратно. Нам показывает девятка жезлов. Явно будут те вопросы, в которые вы скажете себе: «Я сделал все, что мог». И, может быть, с этим будет связана какая-то точка, куда точно вы не пойдете, чем вы не будете заниматься. Потому что пятерка жезлов, я часто говорю, это либо люди ненадежные, когда, знаете, пообещали, а потом у человека, не, может быть, он и не задумал ничего плохого. Но это вот сам по себе такой человек, натура его, скажем. Если у него, допустим, даже он вам утром дал обещание, в процессе дня у него меняются планы, меняются обстоятельства, он их поменяет быстро. И при этом он забудет вас предупредить. Вот такого рода персонажей явно вы будете исключать, потому что вы можете прийти к выводу, что вы что-то упустили или потеряли, именно потому что вы ждали что-то или на кого-то надеялись. Вы можете точно так же изменить как бы самого себя, потому что будете внимательнее фильтровать информацию. Нам как будто фильтровать-то ее придется, потому что вместе с ней и приходит какая-то возможность. Понимаете как? Тут не все так вот ясно на ладони. Поэтому ваша аналитика вам точно необходима. Она вам и позволяет решить какой-то вопрос или проблему. Где-то может быть и ваша дипломатия. Потому что мы как будто выйдем вот с такого воображаемого забора или с того периода, когда мы, ну, тут закрывались больше или не могли что-то осуществить. Но было бы не очень правильно ринуться с места в карьер. Мы все-таки продолжаем себя защищать. Вот как изменится ваша жизнь. Какие-то очень осторожные шаги вы будете делать. Причем в одиночку, мои дорогие. Ну вот я люблю эту карту. Кто бы как к ней не относился. Карта отшельника. Знаете, за что люблю? А никто не мешает. Согласитесь, очень часто многие вопросы мы бы осуществили, если бы не было постоянно каких-то помех. Или не было бы каких-то советчиков. Или как палки в колеса нам бы никто не ставил. Правда? Мы б тогда быстрее разобрались со всеми своими темами, вопросами. Но вот, видимо, есть какая-то... Вот то, что связано было с заминкой, мои дорогие девы, вы набрали эту мощь, эту внутреннюю силу. Теперь как будто сказать, либо кому-то так элегантно нет, или как будто в чем-то поставить точку, чтобы идти своей дорогой, какая-то миссия, ведь это философ. Конечно, вот тут свой путь всегда проходит по этой карте. И ваша мудрость. Вот как изменится ваша жизнь. Ваша миссия, мои дорогие, именно благодаря
вашей мудрости. Она вам позволяет, наверное, стать популярным или достичь, вот 2 солнышка, да, достичь того именно уровня, которого вы хотите. Но другие люди этого не видят. С вами могут спорить, а вот состояние отшельника я тоже люблю. Почему? А потому что ему все равно, кто что там о нем думает. И это очень сильная позиция. В этом основа независимости, согласитесь. Пусть кто-то поет дифирамбы, да, пытаясь уцепить внимание. Это не пройдет, такая история с отшельником. Он никак каким-то дифирамбам, комплиментам, он спокоен, невозмутим. Но даже если кто-то колкости, гадости, мы ведь людей не отменим, уйдут одни, придут другие. Ну куда ты без них, правда? Да ему тоже все равно. Он понимает, людское мнение — это настолько непостоянно и, по сути, не имеет никакого значения. Знаете, вот как поговорка: "Собака лает, караван идет". Ну, где-то, может быть, примитивно, потому что отшельник — это все таки духовность, это философия жизни, но по действиям похоже. Ладно, как изменится ваша жизнь? То есть вы пойдете как своим путем, как изменится ваша жизнь. Вы знаете, какой-то, правда, период вам придется обрасти нужными связями, выстроить новые контакты, с кем-то искать взаимопонимание. Да, тут по финансам у вас тоже что-то решается, но держать руку на пульсе по финансам придется. То есть и договариваться, и к финансам быть внимательным придется. Где-то, может быть, по финансам отшельник ведь это дервиш. Для него деньги не важны, для него истина важна. Цель какая-то, жизненный путь важен. Поэтому, может быть, это не говорит о том, что денег не будет. Как раз тут нам говорят, что деньги-то будут. Но, мои дорогие, будьте внимательны, вам как будто деньги могут понадобиться на последующий период. И деньги будут. У вас сейчас тот период, когда вы как обретаете новую базу. Поэтому вердикты какие-то, да, или крупные покупки, они могут быть, по идее. Но по возможности, может быть, отложить на несколько дней. Я допускаю, что тут какие-то и варианты могут появиться. Или могут появиться какие-то особенности дела, вопросов. Вот, понимаете, по возможности тут вот отшельник все-таки не торопись, говорит, правильно? Не спеши. Он идет, но он так вдумчиво. Для вас будет очень важно видеть, куда вы вступаете, куда вступает ваша нога. Вот именно. Вот до такой степени должна быть осознанность, не делать что-то на автоматизме. И не быть к себе чересчур строгим. Вот тут надо быть добрее к самому себе. Не исполнять чьи-то желания, а именно спросить, что же важно для меня, чего моя душа лично хочет. И потому что это, в этом ваша сила, в этом ваша миссия, и в этом ваше и благополучие, и процветание. По восьмерке пентаклей нам всегда говорят: работай, у тебя все получится. Вы очень трудоспособны. Но, видимо, наступает период, да, как изменится ваша жизнь. Это вы меняете свое направление. Неизбежно. 2 карты направления, 2 солнца. И поэтому, может быть, какие-то вопросы вы будете завершать, ставить точку. Но по этой карте мы как увеличиваем и доход, где-то положение наше в обществе, как статус меняется. Не буквально в ближайшие дни, а мы пока над этим работаем. Но перспективы, мы с вами говорили, замечательные. Поэтому вот есть такие мудрые слова. Однажды мне в сложную минуту сказал очень мудрый друг. Продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. У вас и мудрости, мои дорогие, любимые девы, и терпения хватит. На кону ваше солнце. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за добрые искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео, за то, что откликаетесь, помогаете мне. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, и я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.